Началось! Самолеты бомбят столицу, сухопутные силы пересекли границу, счет убитых и раненых пошел на сотни. Новой целью российского дрона стал авианосец. Силы НАТО отреагировали мгновенно. Переговоры сорваны, Трамп выслушал дипломатов и срочно созвал генералов, счет пошел на дни. Запрещенные приемы ведения войны, тактика Аль-Каиды в исполнении российской армии. Болезненный удар по Кремлю. В Вашингтоне нашли новый рычаг давления на Москву. Китайцев в России подстерегает смертельная опасность. Об этом сограждан предупредили дипломаты КНР. Зеленский заочно поспорил с Трампом, а Буданов описал сценарий будущего, который на Западе боятся обсуждать даже шепотом. Об этих и других событиях к вечеру пятницы 27 февраля. Только главное, без шума и пропаганды. Нехта рассказывает о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Афганистан снова в огне. Соседний Пакистан объявил открытую войну Талибану на фоне усиления пограничных стычек. Пакистанская авиация нанесла удары по Кабулу, Кандагару и другим городам. Исламабад заявляет об уничтожении 130 боевиков, еще 200 получили ранения. После вывода войск НАТО ожидалось, что в Афганистане воцарится мир, и талибы сосредоточатся на интересах афганского народа и мире в регионе. Но талибы превратили Афганистан в колонию Индии, а они собрали в Афганистане террористов со всего мира и начали экспортировать терроризм. Они лишили свой народ основных прав человека. Они отняли у женщин права, которые ислам гарантирует. Но и талибы заявляют о своем успехе. Они уверяют, что захватили 19 пограничных пакистанских постов и убили 55 вражеских солдат. Дорогие соотечественники, в ответ на недавние авиаудары пакистанских сил сегодня мы начали массированные атаки. Молитесь за нас. В ответ Пакистан утверждает, что попытки талибов использовать дроны для атак на блокпосты провалились. Все беспилотники были сбиты. Конфликт разгорелся на фоне частых пограничных стычек, несмотря на перемирие, которое стороны заключили несколько месяцев назад. Москва вернулась к прямым провокациям по отношению к силам НАТО. Российский дрон опасно приблизился к крупнейшему неамериканскому авианосцу в мире. Инцидент произошел в порту шведского города Мальмё. Авианосец Шарль де Голь ВМС Франции прибыл туда для проведения учений. Дрон был запущен с соседнего российского судна и приблизился к французскому кораблю. Шведские военные отреагировали на угрозу с помощью средств радиоэлектронной борьбы, что привело к деактивации дрона. После этого беспилотник исчез с места происшествия, хотя натовские военные до сих пор не знают, упал ли БПЛА в море или вернулся на российское судно. То есть и узнать, был ли подлет дрона провокацией, разведкой или попыткой атаки, теперь тоже нельзя. Шарль де Голь – крупнейший неамериканский атомный авианосец с длиной более 260 метров. Он способен перевозить до 30 истребителей и 1000 военных. Сделки нет. Переговоры между США и Ираном по ядерной программе в Женеве завершились ничем. Министр иностранных дел Омана Саид Бадр Аль-Бусайди, который был посредником на встрече, сообщил о некотором прогрессе и о том, что стороны возобновят переговоры после консультаций в своих столицах. По информации источников, представители США, в том числе Стив Уитков и Джаред Кушнер, выразили разочарование, так как не услышали от представителей иранского режима ничего, что могло бы привести к сделке. Сразу после завершения переговоров в Женеве Дональд Трамп принял у себя генералов. Президент получил от главного американского военачальника на Ближнем Востоке Брэда Купера варианты возможных военных действий против Ирана. Во встрече принимал участие и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, тот самый, который руководил ударами по иранским бункерам в июне. Кстати, тогда операция была проведена ровно в день истечения ультиматума Трампа. Учитывая это и недавнее заявление президента, до атаки может оставаться от 3 до 7 дней.
Российская армия опять применила чисто террористическую тактику в Украине. На этот раз в Сумах, где захватчики ударили по важному военному объекту – местной гостинице. Первый обстрел вызвал пожар, а когда на место прибыли спасатели, последовал повторный удар. Об этом сообщил Олег Григоров, глава Сумской обладминистрации. Несмотря на подлые методы, которые обычно применяют известные террористические группировки, никто не пострадал. С места оперативно эвакуировали 50 человек. Под обстрел попали не только Сумы. Российская армия ударила также по Одесской, Харьковской областям и Запорожью. Как минимум 2 гражданских погибли, несколько ранены. Президент Украины назвал возможный срок окончания войны. Накануне в американской прессе появилась утечка, что Трамп дал Киеву месяц на заключение мирного соглашения. Но Владимир Зеленский называет иной срок. В интервью Sky News он заявил, что войну можно завершить до осени. Зеленский связал это с промежуточными выборами в США, которые должны состояться в ноябре. Но, по мнению украинского лидера, мира можно достичь только при усилении давления на Москву со стороны Вашингтона. Соединенные Штаты даже сильнее, чем они о себе думают. И я действительно так думаю. И они действительно оказывают давление на Путина. Они могут остановить эту войну. Зеленский заявил, что Россия не выигрывает, а Украина не проигрывает. США начали использовать еще один рычаг в давлении на Москву. Как пишет Reuters, Вашингтон замедлил продажу международных активов Лукойла. Американские власти опять продлили срок заключения сделки до 1 апреля. По мнению собеседников агентства, это делается, чтобы ограничить финансовые возможности России для ведения войны. Эта мера рассматривается как один из способов подтолкнуть Кремль к заключению мирного соглашения. Санкции против Лукойла и Роснефти были введены в октябре прошлого года, что привело к заморозке активов российских компаний в США и запрету на ведение бизнеса с ними для американских организаций. На переговорах в Женеве, Абу-Даби и Майами обсуждалось снятие этих санкций в обмен на прогресс в мирных усилиях. Трагедия в Казахстане. В Щучинске, Акмолинской области на севере страны произошел взрыв, в результате которого погибли 7 человек. Инцидент произошел в кафе, находившемся в пристройке к 5-этажному дому. После чего на месте начался пожар. Пострадали 26 человек, 13 из которых были госпитализированы с ожогами разной степени тяжести. Власти проводят расследование, чтобы выяснить причины трагедии, но известно, что спасатели, работавшие на месте, вынесли из помещения 8 газовых баллонов. Пекин предупреждает своих сограждан, проживающих в России, о новой опасности, которая может их там подстерегать. Генконсульство КНР во Владивостоке обратило внимание на новые правила получения долгосрочного вида на жительство в РФ. Мужчины в возрасте от 18 до 65 лет, подающие заявление на получение долгосрочного вида на жительство в России, должны подписать и представить договор о прохождении службы в вооруженных силах РФ или аналогичных органах. В переводе с дипломатического языка это, похоже, звучит так: «Мы вас предупредили, товарищи, теперь пеняйте на себя». Из зоны СВО может быть нелегко позвонить в посольство КНР. В таких случаях, говорят, не прошло и 3 года, хотя прошло уже даже 4. Бундестаг Германии одобрил поправку к закону о воздушной безопасности. Она, наконец-то, дает вооруженным силам страны полномочия сбивать беспилотники, нарушающие воздушное пространство. Вы не поверите, но ранее перехватом залетных дронов имела право заниматься только местная полиция, а вмешательство армии было ограничено. Теперь федеральные земли могут обращаться за помощью в противодействии беспилотникам к Бундесверу, а Министерство обороны получит полномочия самостоятельно принимать решения по этому вопросу. Закон также вводит уголовную ответственность за несанкционированное проникновение в зону безопасности аэропортов с возможным наказанием до 5 лет лишения свободы. В американский конгресс вызвали для дачи показаний бывшую первую леди страны. Хиллари Клинтон выступила перед комитетом по надзору Палаты представителей, расследующим преступление Джеффри Эпштейна.
Я только что закончила давать показания. Я ответила на каждый из их вопросов настолько полно, насколько могла, основываясь на том, что мне было известно. Я никогда не встречалась с Джеффри Эпштейном, никогда не имела с ним никаких связей. Гhislaine Maxwell я знала лишь поверхностно. Клинтон воспользовалась случаем и раскритиковала комитет за отсутствие прозрачности в слушаниях, а также в предвзятости. Бывшая первая леди и экс-госсекретарь США посоветовала вызвать на слушание того, кто чаще всех фигурирует в файлах умершего педофила. Если этот комитет всерьез намерен узнать правду о преступлениях Эпштейна, связанных с торговлей людьми, он не будет полагаться на толпы журналистов, чтобы получить ответы от нашего нынешнего президента о его причастности. Он спросит его напрямую под присягой о том, почему он фигурирует в материалах по делу Эпштейна десятки тысяч раз. Но пока комитет хочет заслушать бывшего президента США, супруга Хиллари Клинтон, Билла. Кошмарное наводнение в Бразилии, но не только из-за масштаба ущерба. В городе Уба в результате наводнения по улицам поплыли гробы. Проливные дожди затопили в том числе бюро ритуальных услуг, из которого вода унесла запасы самой необходимой в этом бизнесе продукции. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. В результате наводнений и оползней 48 человек утонули или получили смертельные травмы. Пострадали дома и инфраструктура. Кирилл Буданов заговорил о том, о чем на Западе боятся говорить даже без камер и микрофонов. Глава Офиса президента Украины сделал это в интервью ливанскому изданию «Аль-Мадон». В целом, политика нынешнего российского президента существенно не отличается от политики царской или советской эпох. Также не стоит ожидать, что Россия снова изменится из-за внутренних факторов. Вместо этого нам следует создать условия, при которых Россия исчезнет как империя. Буданов развил эту тезу. На ее территории должны возникнуть несколько региональных национальных государств, каждая из которых будет заботиться о благосостоянии своего народа. Тогда Украина, Европа и весь мир будут чувствовать себя в большей безопасности. Согласны ли вы с Кириллом Будановым? Делитесь в комментариях. По запросу США задержали бывшего ФСБшника, готовившего ряд покушений на известных европейцев. Российский губернатор публично признался, что народ не любит власть. Британские аналитики сомневаются в способности европейских ядерных ракет пробить щит над Москвой. Мария Захарова снова перешла с языка дипломатии на жаргон подворотни. Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. Посмотрите, если не видели. Увидимся уже утром.